помогают. Помогает. И тебе помогают. Никому не помогает. Никому не помогают. Все хорошо. Добрый день, друзья. Давайте сегодня поговорим о поливе зимой. Чем он отличается от летнего? И вообще, отличается ли чем-нибудь? Какие есть нюансы именно зимнего полива? Мы живем с вами в разных регионах, в разных странах, на разных континентах. У кого-то сейчас зима, у кого-то лето. Но так как очень много подписчиков живут в тех регионах, где сейчас зима, давайте с вами поговорим о зимнем поливе орхидей, фаленопсисов. Отличается ли он чем-нибудь от летнего полива? И если сказать двумя словами, зимний полив ничем не отличается от летнего. Принцип полива орхидей и именно фаленопсисов всегда один. Напоили корни, а потом дали этим корням возможность просохнуть, так как это происходит в природе. Но так как у большинства из вас сейчас очень холодно, всегда возникает много вопросов. У нас есть холодные подоконники, за окном минус 20, минус 30. Как поливать орхидеи, чтобы именно в этот период орхидеи не потеряли свои корни? Как утеплить подоконники? Есть два подробных видео. Они находятся в плейлисте, и ссылку на плейлист я оставлю в описании под видео. Посмотрите, в этих видео очень понятно рассказано, как сделать утеплитель для подоконника и почему именно так. Не буду сейчас останавливаться очень подробно на утеплении, поэтому смотрите, все поймете. А вот полив, да, это интересно. Если у вас орхидеи, как у меня, находятся в глубине помещения, и здесь приблизительно 24-26 градусов, то полив зимний от летнего не отличается ничем. А вот если температура в помещении понижается до 18-20 градусов, вот здесь надо задуматься, как же поливать орхидеи именно в этот период. И что в этом случае можно придумать? Ведь нам нужно в любом случае напоить корни, иначе орхидеи просто будет некомфортно. Но нужно сделать так, чтобы корни не стояли мокрыми и влажными очень долгий период времени. Иногда бывает 2, 3, 4 недели корни находятся во влажном состоянии. И вот это губительно для орхидеи, потому что не могут быть корни так долго наполнены водой, да еще в прохладном помещении. Поэтому можно оптимизировать полив, сделать его чуть меньше, может быть, лучше даже чаще. Например, если у вас орхидея в коре, вот как эта у меня орхидея, она находится до сих пор в покупном горшке. Она прекрасно цветет, доращивает цветонос, и пока мне ее не хочется пересаживать. Она в коре, я ее поливаю по краю горшка. Поливала 2 дня назад. Через 2 дня корни в горшке начинают просыхать. Но я даю ей просохнуть приблизительно неделю, а то и 10 дней. И только после этого буду делать следующий полив. Но в этой комнате тепло. Я вам уже показала, насколько это тепло. А вот если бы была температура ниже, то вполне возможно, что даже за 10 дней корни бы не просохли. Но это еще зависит от освещения. У меня почти везде, кроме одного подоконника, есть искусственное освещение, а листья и корни взаимодействуют
И подробное видео о взаимодействии корней и листьев и освещения я оставлю в правом верхнем углу экрана ссылку на то видео. Посмотрите, будет понятно, что происходит и как это происходит, когда есть освещение, есть листья, есть влажные корни, как орхидея забирает из корней влагу. Но в любом случае, когда температура ниже, эти процессы значительно замедляются. А вот если температура в помещении 15 градусов, невозможно сказать, что они совсем останавливаются. Эта температура для орхидеи, не губительна, но уже критическая. То есть неделю она выдержит, но если у нее есть освещение, конечно. Если у нее темнота, то после недели и листики завянут, и цветы отпадут. Как орхидеи живут в темноте, есть тоже подробное видео. Оставлю в правом верхнем углу экрана ссылку на него. И если в помещении 15 градусов, не старайтесь сильно полить орхидею для того, чтобы у нее корни были наполнены водой. Если низкая температура, лучше поливать чаще, но меньше. Но это не значит, что вы должны ее поливать каждый день. Чаще это значит немного воды, потом корни опять стали серебристыми, и только тогда следующий полив. Может быть, даже это будет неделя, 10 дней, а может быть и 20, потому что, если у меня орхидеи в керамзите, они просохнут значительно быстрее, нежели те орхидеи, которые находятся в коре. Вот здесь нужно быть просто аккуратными с поливом. Вот всегда нужно найти эту золотую середину полива орхидеи. Что летом, что зимой, что весной, что осенью. В любом случае приходится искать вот этот оптимальный полив. Так как осторожно, аккуратно. Нет. Да что там нет, все равно придет. Так. Он так долго Лежать. пробирался через Лежать. речи. Лежать. Ложись быстренько, а то опять прогонят. Вот так. И учитывая все эти нюансы, ваши орхидеи прекрасно перенесут зимний период и будут вас опять летом радовать и ростом, и цветением. А меня мои орхидеи сейчас радуют обильным выпуском цветоносов. Они не только выпускают новые цветоносы, но и пробуждают на старых цветоносах спящие почки. Так что очень скоро, чуть позже, чем в прошлом году, но цветение обязательно будет. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ох, вы сегодня, ребята, и активные. Просто Нет, ужас. скажи нет. Ужас. Сегодня мы не активны. Да, толкал меня все время под локоть. Ужасный. Да что ж это такое, да? Спасибо. Сёма. Вот суета, скажи, собачья. Погладьте меня, я хорошо себя вел. Я долго не приходил. Ты опоздал. Ты бежал и опоздал.